Крем-брюле – французский десерт невероятной нежности. В переводе обозначает «обожженные сливки». В приготовлении нет ничего сложного, но, как всегда, важны нюансы, о которых я вам расскажу. Ну что, поехали готовить? Для десерта понадобятся желтки от 5 средних яиц. Их необходимо перемешать до более-менее однородного состояния. Взбивать желтки не нужно. Второй основной ингредиент – это сливки жирностью не меньше 30%. Чем жирнее, тем лучше. Примерно треть сливок нужно отлить в ковшик, поставить на небольшой огонь и добавить сахар. Подогреваем сливки до растворения сахара, регулярно помешивая. До кипения можно не доводить. Теперь снимаем ковшик с огня и доливаем остальные сливки. Перемешиваем. К подогретым сливкам добавляем желтки. Еще раз убеждаюсь, что силиконовая лопатка просто незаменимая вещь на кухне. На этом этапе можно добавить ванильный экстракт. Если у вас его нет, добавьте ванильный сахар. Теперь все плавно перемешать необходимо, без резких движений. И обязательно эту смесь нужно просеять через сито, чтобы никакие яичные сгустки не испортили впечатление уже готового десерта. Процеживайте в емкость с носиком для дальнейшего удобства. Это может быть мерный стакан, как у меня, либо кувшин. Включайте духовку на 150 градусов. Возьмите форму, в которую поместятся ваши формочки. Я взяла сковороду 28 см, на дно кладу лист пергамента, сверху 4 формы, у меня объемом 250 мл. Теперь распределяю смесь по формам. Если вы будете делать десерт в газовой духовке, желательно вместо пергамента на дно положить небольшое полотенце, сложенное вдвое. Десерт будет готовиться по принципу водяной бани, жар снизу может быть очень сильным, а ткань послужит неким предохранителем. И последнее, что нужно сделать, это налить горячую воду в форму. Я делаю это из чайника. Делать нужно это осторожно, чтобы брызги не попали в формочки. Воды нужно налить где-то до половины формочек. Аккуратно перенесите форму в разогретую до 150 градусов духовку, ориентировочно на 30 минут. Когда вы поставите форму либо сковороду в духовку, температура может снижаться где-то до 120-110 градусов, но это нормально и естественно. Это будет оптимальной температурой для приготовления крем-брюле. Вода не будет кипеть, бурлить и попадать в десерт. Вы поймете, что десерт уже готов, когда масса сверху и по бокам схватится. На поверхности появится определенная матовость, вот как сейчас. Десерт готов, когда он слегка подрагивает. Чем меньше у вас формочки, тем меньше времени вам понадобится на его приготовление. Достаем формочки с воды и даем остыть до комнатной температуры. В духовке масса не должна полностью застыть, она должна быть пластичной, то есть двигаться, но при этом быть достаточно плотной. После того, как десерт остыл до комнатной температуры, его нужно поставить в холодильник и полностью охладить. Минимум на 2 часа. А еще лучше на ночь. Я накрываю пищевой пленкой и убираю. Перед подачей вынимаем крем-брюле из холодильника и аккуратно промакиваем салфеткой конденсат, если он есть. Поверхность каждой порции посыпаем коричневым сахаром. Распределяем сахар по поверхности. Его нужно растопить, чтобы образовалась хрустящая корочка. Сделать карамельную корочку можно несколькими способами. Первый – самый быстрый, используя газовую горелку. Если ее нет, то можно десерт запечь в режиме гриля около 3 минут. Сама задумка десерта в том, чтобы пробраться к нежному запеченному крему через тонкий слой карамельной корочки. Это невероятно вкусный и нежный десерт. Обязательно его приготовьте. Друзья, по традиции, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно было вам полезным. Сохраняйте рецепт в закладке, чтобы не потерять. И не забудьте подписаться на мой канал.